Привет! С вами я, Ольга Каурцева, российский дизайнер и корсетница. В этом видео я предлагаю разобраться с вопросом, что же такое корсетная сетка. Если честно, когда я стала вообще только знакомиться с этим материалом, у меня просто волосы дыбом вставали, сколько вариантов жесткости, плотности якобы пишут в обзорах, и честно, совершенно непонятно. В итоге, для того, чтобы для себя полностью выяснить этот вопрос, я в каждом из магазинов покупала, то есть я не в одном месте заказывала эту корсетную сетку, а нарочито в разных магазинах, для того, чтобы сравнить свойства корсетной сетки. И в итоге я с тобой поделюсь своим видением, то, как я вижу классификацию корсетной сетки. Из этого видео ты узнаешь такие нюансы, которые помогут тебе купить именно ту корсетную сетку, которая тебе нужна, потому что не все моменты пишутся на сайтах. Корсетная сетка, на мой взгляд, бывает жесткая и мягкая. Уже другой вопрос. Какие виды жесткой и какие виды мягкой? Жесткая, она похожа на москитную сетку. Как правило, из жесткой корсетной сетки часто дизайнеры делают потрясающие формы платья, юбки. И она реально, если помнишь, хотя и даже на современных окнах натягивают москитную сетку, но она там совсем железная, да. А здесь, конечно, она все-таки такая более мягкая, что она не из железа, да, но она в действительности, если рукой об край так потрогать, то она очень колючая. И для того, чтобы корсет из нее был приемлем для носки, необходимо определенным образом обрабатывать припуски. Ты ни с чем, поверь, не перепутаешь эту жесткую корсетную сетку, потому что ты видишь, она какая? Она в действительности классно держит форму. И если ты видишь, что потрясающая юбка непонятно каким образом имеет воланы очень интересные, вероятно, один из вариантов, что использовалась там корсетная сетка. Причем цвет у нее бывает разный, и именно толщина этих лесочек, которые здесь, она, на самом деле практически всегда я одну покупала корсетную сетку, только мне буквально летом моя ученица привезла из-за границы такую золотую корсетную сетку, а с изнаночной стороны вообще серебряная, то есть это какая-то новый вид. Когда я впервые увидела изделие из такой жесткой корсетной сетки, я голову сломала, где ее можно купить. И тогда я помню, искала, звонила, ездила по Москве и нашла ее в единственном магазине. Если мы говорим про Москву, это магазин «Удача» на метро Автозаводская. Мне говорили, что она есть и в Исидоре, но в Исидоре я ее никогда не видела, не покупала. И второй вид корсетной сетки – это мягкая корсетная сетка. Здесь уже больше есть разновидностей ее. Дело в том, что она бывает стабильная, которая не тянется, и эластичная, которая тянется. Но нюанс, были такие ситуации, когда я покупала с сайта, и написано, что стабильная корсетная сетка. Но по факту мне пришла, я вам сейчас покажу, она тянется. То есть, когда я из нее стала шить, я была немножко удивлена. То есть, даже, знаете, невооруженным взглядом издалека вы видите, да, насколько тянется. Причем здесь еще в пакете материалов входит кружево. То есть, на самом деле, если рука не набита на прозрачные корсеты, на корсетной сетке, то лучше начинать со стабильной, мягкой сетки, потому что с ней работать удобнее, она вроде бы и пожестче, и не тянется, не эластичная. Причем, как я сказала, что они бывают разные. Написано на сайте просто может быть или средней жесткости, или мягкая, но по факту они не сильно отличаются. То есть она все равно по факту то есть если я ее таким образом сложу, ты видишь, она форму не держит, да? И она является прозрачной. Если мы говорим про стабильную корсетную сетку, мягкую, она не тянется по нити утку, зато, как это ни странно, она по нити основе тянется. То есть, как правило, идет полотно, и по утку не тянется, но по нить основе чуть-чуть тянется. Но опять-таки они бывают немножко разные. Я прямо специально заказывала. Видишь, да, тоже. То есть так не тянется по нить утку,
но по нить основе чуть-чуть тянется, видишь? Но пусть тебя это не смущает на самом деле. Дело в том, что когда мы пристрачиваем кулиски, необходимо просто изначально приколоть булавочками кулиску для того, чтобы у тебя по вертикали корсетная сетка не растягивалась. И в любом случае такой лайфхак, наверняка ты видела, что в прозрачных корсетах из мягкой корсетной сетки всегда вставляется корсажная лента, которая все-таки предотвращает линию талии, потому что большое напряжение идет, конечно, на линию талии, и корсетная сетка обладает достаточно плотной фактурой, раздвигаемость нити нету повышенной. Но для того, чтобы продлить время эксплуатации изделия и получить максимально тонкую талию, в рамках твоей минусовой прибавки, как правило, все-таки ставят именно корсажную ленту. Касательно фактуры мягкой корсетной сетки. Она бывает такая пожестче, поколючее, бывает помягче, бывает матовая, бывает такая чуть поглянцевее. Давай я буду говорить конкретно. Вот в Art Fabric я купила достаточно матовую, такую пожестче корсетную сетку. У Мадам Круше она стабильная, чуть помягче, прекрасный, красивый цвет. Вот, кстати, серебристый пион иногда бывает переваливать немножко в розовый, но вот у Мадам Круше мне очень понравилось. И там и цена такая очень приятная. В Изета Шоп абсолютно классическая корсетная сетка. То есть вот нет такого, что она или какая-то мягкая, или какая-то повышенной жесткости, как в Art Fabric. Вот просто красивый цвет. Причем тебе необходимо понимать, касательно цвета лучше сразу определиться. Если ты хочешь, чтобы прозрачный корсет дублировал цвет кожи, надо понимать, кто клиент, на кого ты шьешь. Бывают более темные, цвет кожи, да, бывает посветлее. И тут ты отталкивайся, потому что бывает с желтым оттенком немного прозрачная сетка корсетная или более в телесную уходит. Корсетная сетка, что это такое? Ведь раньше не было такой ткани. Ее так назвали только потому, что в тренд вошли прозрачные корсеты, и ткань, которая использовалась уже десятилетиями бельевыми мастерами, назвали корсетная сетка. И когда гуглила, не было такого названия корсетная сетка. Что за ткань такая? Это когда ГОСТ отменили, грубо говоря, теперь у нас, каждая ткань называется как хотим. А по факту, куда раньше использовалась эта ткань? Она на самом деле давно существовала. При пошиве бюстгальтера вот эта центральная деталька пояса, она как раз дублировалась вот этой тканью. То есть, в принципе, ты можешь задаться вопросом, почему на многих бельевых сайтах продается она в дециметрах. А она так и продается с расчетом с тем, что, как правило, ее много раньше не надо было, потому что она нужна только вот для такого квадратика. Поэтому есть такая возможность купить ровно столько, сколько тебе надо. Если у тебя есть свои места закупок, где ты покупаешь корсетную сетку, оставляй в комментарии под этим видео, и пусть больше людей узнают, где можно купить по оптимальным ценам и качественную корсетную сетку. Если тебе видео было полезно, обязательно ставь лайк. Таким образом я узнаю, что видео полезно людям, и буду дальше отвечать на ваши вопросы. Пока!